Приветик, ребята! Меня зовут Ника, и вы на моем канале Никоя Мун. Для вас я подготовила видеоподсказку про этапы организации свадебной церемонии на Бали, основанные на нашем личном опыте. Мы начали планирование с даты предполагаемого торжества. Где бы вы ни праздновали свою свадьбу, за исключением разве только что в пещере, хотя и там желающие найдутся. Знаете, что при выборе элегантного сочетания цифр в дате вашего свидетельства ваши шансы занять желаемую площадку снижаются пропорционально приближению к этой самой дате. Я не рискнула проводить свадьбу в год горения Нотр-Дама, думая, что в следующем году будет лучше. Наивная невеста. Девочки, опасности невесту подстерегают на каждом шагу. Будьте бдительны. Нет, возможно, для кого-то целый год покажется слишком длительным периодом или вообще опасным безрассудством. Но для меня было так спокойнее, я не торопилась и давала себе время все обдумать. Итак, выбирайте месяцы сухого сезона на Бали, чтобы исключить вероятность намочить жениха. Хотя... Размышляйте над тем, насколько для вас важно, чтобы дата официальной регистрации в РФ была близка к церемонии на Бали. Если, конечно, у вас нет цели зарегистрировать брак непосредственно на острове. Это сложно, хлопотно, но по некоторым источникам вполне реально. Нам же комфортнее было создать так называемую выездную регистрацию. И это не шоу, как некоторые называют. Это праздник. Праздник, который отмечают с тем вкусом, лоском и размахом, на который способна и нацелена пара. У нас в плане между датами была разница 13 дней. Первые 2 дня, понятно, это послесвадебный период, только для нас двоих. Последующий день – это окончательные сборы перед перелетом, перелет. 2 дня мы закладывали, а также неделю на то, чтобы уже непосредственно на Бали провести время перед регистрацией, получить ровный загар, закрыть окончательные вопросы по организации, а также в принципе адаптироваться к новому тропическому климату. И, кстати, очень важный вопрос, касающийся законов Банджар. В некоторых районах не разрешено заселяться на виллу лицам противоположного пола, не состоящим в официальном браке. Мы попали под это правило, поэтому не такая-то и большая редкость. Тем более, что с 2022 года этот вопрос вынесен на общий государственный уровень, и по истечению 3 лет он вступит в силу, поэтому уточняйте этот вопрос заранее. Это другая страна, у них другие правила и другие законы. Следующим шагом вам необходимо определиться с форматом вашего торжества, будет ли это камерная, аутентичная церемония только для вас двоих, или с гостями, или это будет пышная свадьба. От этого зависит последующий выбор площадки. Помимо вместительности, разумеется, там также работают законы Банджар, которые в определенных районах контролируют уровень шума, порядка и тому подобное. Как только вы поймете, сколько свадебных подарков для вас будет достаточно, переходите к выбору стиля. Что это будет? Это будет свадьба на утесе, на вилле, может быть на пляже. У нас была свадьба на водопаде Тибумана. Ссылочку к видео я оставлю внизу под описанием, в описании. Или, может быть, где-то здесь прям появится. Вы можете посмотреть, как непосредственно проходит церемония. Так, от вашего решения будет зависеть, где и в каком районе вы будете жить в пред и, может быть, послесвадебный период. Поэтому следующим шагом будет выбор места, где вы захотите проснуться в ваш самый лучший день. Сегодня в этом прекрасном месте я заканчиваю эту съемку, потому что я уже начинаю покрываться мурашками. Здесь очень холодно, мы в лесу. У меня муж сейчас рыбачит на озере, а я записываю это видео, поэтому продолжим в следующем месте.
Если вы так же, как и мы, будете впервые на острове, то должны знать, что расстояния там вполне приличные. Ваша желанная площадка находится в одном районе, а вы собрались селиться в другом? Но оставьте эту идею. Максимально ограничьте зону поиска жилья вокруг заветного места. Если это место и есть ваша вилла, то это extra perfect. На дорогах плотный трафик, ваш стилист опаздывает. Да просто в 7:30 назначена церемония, и вам надо хорошенько выспаться. Итак, вы присмотрели пару-тройку вилл на предполагаемую дату. Уточните у них сразу, будут ли они брать процент за проведение мероприятия на их территории, если подобное имеется у вас в плане. А также спросите, есть ли повара при вилле и банкетное меню. Мы наш романтический ужин организовывали на территории нашей виллы, а по вопросам оформления стола обратились к своему свадебному флористу. При планировании большой свадьбы, разумеется, весь вопрос кейтеринга, а также свадебного приема вы можете переложить на свое эвент-агентство. Впрочем, как и сам подбор виллы и локаций в целом, поэтому следующий этап – это выбор эвент-организаций. Их достаточно и русскоязычные, и западные. Чаще всего они предлагают так называемый пакет под ключ, в который входит аренда локации, которая станет местом вашего таинства. Также цветочное оформление – это та самая свадебная арка из живых цветов, букет, бутоньерка. Трансфер, работа священника или ведущего, кап и прическа и чаще всего еще торт и шампанское. Это основной набор услуг. Также отдельно со своим эвент-менеджером вы можете организовать романтический ужин как на природе, так и в помещении, а также подобрать фотографов и операторов. Нам предоставили возможность разбить наш 12-часовой съемочный день на 2 дня, чтобы запечатлеть как можно больше локаций, чем мы, собственно, и воспользовались. Съемочную группу вы вполне можете выбрать на стороне.
Я вам настоятельно рекомендую провести некоторое время в самостоятельном подборе, поиске предложений. А так вы будете не только 100% уверены в своем выборе, у вас в голове уже будут четкие картинки, чего вы хотите, где вы хотите эту съемку проводить. И также вы сделаете внеплановый анализ расходов. Стоит ли платить? Знаете, моя подруга на свою церемонию в Грецию привезла из России фотографа. Она сказала, кто угодно может отсутствовать на моей свадьбе, но только не он. Как только у вас будет ответ от площадки по броне на вашу дату, сразу бронируйте билеты и жилье. Мы билеты покупали не заранее, ситуация у нас тогда была нестабильная, поэтому мы несколько переплатили, но смогли себя обезопасить от проблем с возвратами. Thank you. Goodbye, мотоциклист. Как будто на Бали, в общем-то. На время до церемонии мы сняли таунхаус в районе Бенин-Улувату, где, по моему мнению, находятся самые красивые белоснежные пляжи, а также величественные скалистые обрывы, на которых открывается просто невероятный вид на закаты. А на время мы не только, в общем-то, лежали на пляже, а потом готовились к свадьбе. Встречались с свадебным стилистом для того, чтобы провести репетицию прически свадебной. Я считаю, что это важный пункт, его никак нельзя пропускать. А также ездили заключать окончательный договор с нашим агентством, эвент-агентством и The Villa, которое находится в Увуде и в которой мы провели последующие недели. В Увуде была бьюти-подготовка, а также мы совмещали видеосъемку с исследованием района. Это лес обезьян, парк птиц, храм летучих мышей, водопады. К сожалению, мы не попали в сафари-парк. Мы не попали в сафари-парк. Ребята, расскажите, как вам? Стоит ли ехать? Я вот очень переживаю, что мы там не были. И очень хочется туда съездить. Стоит ли? Стоит? Нет, да. Тут ехать на Бали, чтобы посетить сафари-парк. И главное, в Увуде была наша свадьба. После на наш ханимун, ханимвык скорее, мы поехали на соседний остров Нусу-Пенида, где ежедневно знакомили себя с новыми впечатлениями от увиденных уникальных ландшафтных дизайнов матушки природы. После мы вернулись на Бали, на остров, обратно, чтобы пошопиться. И в последнюю ночь перед отлетом мы взобрались на вулкан Батур, чтобы еще раз признаться друг другу в любви. У кого проблемы со сном, рекомендую, это лучшее снотворное в парке. Если вы хотите, чтобы ваша свадебная церемония была как можно более прохладнее, отправляйтесь на север острова, где самые высокие водопады. Уверена, там получится осуществить самую дикую в тропическом смысле свадебную церемонию. Разобравшись с вопросами жилья, возвращайтесь
к обсуждению деталей своей свадебной церемонии со своим свадебным агентством, чтобы в свободном режиме, размеренно и осознанно подходить к выбору цветов, стилистики и так далее. Мы не всегда знаем сразу, что хотим. Иногда нам нужно время, чтобы сформировать мнение, а также сойтись в едином решении со своим мужем, то есть женихом. Расчет с свадебным агентством у нас проходил в 2 этапа. Первый 50% на банковский счет в долларах. Перед поездкой на Бали из России мы переводили. После согласования всех нюансов церемонии, как предварительный договор, и окончательный договор перед поездкой. Вторые 50% мы уже везли непосредственно в долларах перед церемонией на Бали. Встречались с агентством. На этом я видео буду заканчивать. Спасибо вам большое, что вы смотрите. Мне очень приятно. Вы сделаете меня еще более счастливой, если оставите какой-то комментарий или поставите лайк, а еще круче, если вы подпишетесь. Расскажите, вдруг я что-то упустила и, возможно, какой-то вопрос нужно обговорить. Надеюсь, это видео было полезно для вас. С вами Николь на канале Николь Мун.